Какие дома строят богатые узбеки и как они живут? Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу дом, где-то потрачено около 300-400 тысяч баксов. Там, снаружи скромно, но внутри очень шикарно, королевский вид сделан. Сейчас я вам покажу обзор этого дома. Так, это у нас улица, я нахожусь Замин. У нас в Узбекистане есть такое место, Замин называется, очень горное место, где воздух чистый. Это вот улица, обычная пахса, это узбекские, это обычные дома. Вот тоже обычная улица, как видите. А тут уже вот дом уже конкретно более богатого человека. Автомобили у нас в основном, как видите, Chevrolet. Мы очень, как я в прошлый раз говорил, мы очень сильно любим Chevrolet. Это наша, мы очень любим, ценим Chevrolet, поэтому мы ездим только на Chevrolet. Ну, так иногда встречаются Жигулишки, но в основном Chevrolet. Так, я вам покажу теперь. Смотрите, какой он шикарный дом. А в остальных домах обычные дома, видите? А это уже более человек богатого. Бизнесмен, есть несколько бизнесов, которые делает. Он полностью сделал травертин, наружную сторону. Травертин обошелся ему около 7,5 тысяч долларов. Ворота у нас узбекские, тоже узбекскими моделями. Примерно такие ворота стоят около 2000 долларов. Сейчас вот внутренняя сторона, смотрите, как шикарно сделано. Вообще супер. Потолок сделан у нас из жестянки сделаны, тоже мастера работают. В данный момент, вот как заходите, специальное место, вот тачка для нашего авто Chevrolet. Тут слева находится гостиная и справа сам дом. Сейчас с наружной стороны я вам покажу. И потом внутреннюю отделку. Сейчас вот мастера работают. Дом примерно около 15-20 соток. Вообще большой дом. В центре вот большой огород. Возможно, он говорил, еще сделаю бассейн, говорит, для детей. Более так шикарный. Это вот, как я сказал, гостиная. Это вот уже сам дом. Очень шикарный дом с наружной стороны. Там у нас расположена летняя терраса. Сейчас тоже туда пройдемся, я вам расскажу. Сейчас я вам сделаю вначале обзор. Начнем с этого, с гостиной, потом внутренний и в конце закроем этот обзор. Так, специальное место для гостей. У нас гостиная все время, наши узбеки любят. Очень мы гостеприимны, очень любим. Для нас каждый гость, не имеет значения какой нации, какой религии, он наш гость, мы его стараемся проводить с уважением. Кто был в Узбекистане, напишите комментарий, насколько это правда. Так, это выход во двор, в основном заходит с той стороны. И сразу тут две комнаты. Две комнаты для гостиной. Вот одна большая комната для гостей. Потолок сделан уже с обоя. Тут вариант. Там напрямую залеплен фотообой. Очень красивый фотообой. Его сейчас заклеили, так красили. Потолок сделан, видите, специального, как назвать, забыл, как это назвать, обои, поняли, да, натяжной потолок вроде, да. Тут вот сейчас мастера будут готовить под обой. Потолок уже ремонтируют. Это спальня для гостей. Тут после спальни есть специальная душевая, санузел. Теплые полы у нас делают везде, друзья. Вот. Специально автоматизируем теплые полы везде, как используют. Тут вот мастера работают, узбеки. У нас кафель китайская полностью. Тут это большой санузел, ванная, туалет, душевая. Тут еще дополнительная гардеробная, там постирочная, я не знаю, честно. Сауна? Это уже вот мастера говорят, это отдельная сауна. Сауна для гостей. То есть сауна комната и душевая ванная комната. Мы вот так встречаем гостей, у нас даже гости в сауну сразу приходят. Далее мы выходим уже опять во двор. Теперь я вам покажу тот самый шикарный дом, который сделан изнутри. Мне очень понравился, потому что особенно вот атаченто мне узбекские мастера, которые делают атаченто. Если кому-то интересно,
Я напишу номер комментарий парней, мастеров, которые делали это Аттаченто. Ну, Травитин с Аттаченто, или как-то называют. Там стиль Мурано, там как-то они мне сказали. Двери установлены из металлопластика. Очень дорогие двери. Двери примерно около стоят. Вот эта сама дверь стоит около 500 баксов. Вот сама это. Шикарный. Сейчас. Мы заходим сразу в коридор. Очень большой просторный коридор. Вместо обоев сделано тоже Аттаченто. Это вот наружная сторона. Тут установлено большое зеркало. Всем привет. С вас лайк. Это вы меня видите. Красивый обзор. Так, ну что, начнем. Начнем тогда слева, потом уже мы. Тут около 7 или 8 комнат. Я сам запутался, сколько тут комнат. Заходите, тут комната для уже гостиная, я как понимаю, потому что туда видно, что у тебя телевизор устанавливается. Сразу возле гостиной устанавливается тоже отдельная, скорее всего, это детская комната. Установлен обой, потолок, натяжной потолок сделанный для детей. Тут тоже обои, специальные, такие мягкие, такие классные обои сделаны. Далее, еще одна комната, скорее всего, тоже, это тоже комната-гостиная. Тут уже, видите, более шикарно, более богатый фасон сделанный. Место для телевизора, большой телек устанавливается, 70-й какой-нибудь. И вот с этой стороны мастера работают. Потолок черного цвета, натяжной потолок. Тут специально еще карманные потолки сделаны там с внутренней разноцветной подсветкой. Вот так вот, друзья. Обой. Тут обой. Тут тоже. Тут уже Аттаченто. И тут тоже вроде бы Аттаченто. Вообще супер. Так, далее уже мы прошли детскую комнату. Я как вроде понял. Я, друзья, говорю, как сам знаю. Насколько это правда, не знаю. Но я делаю обзор комнат. Так, далее. Как мы сразу заходим, у нас тут еще одна комната. Ну, это тоже, наверное, скорее, это комната дочерей. То есть детская комната для дочерей. Та комната была для сыновей, потому что, я так думаю, потому что тут на потолке цветы везде, узоры, обои специально цветами вот, в виде, на стенах тоже вот обои. Детская, женская комната, если как сказать. После женской комнаты у нас гардеробная. Большой гардероб размером 2 на 6. 2 на 6 размером. Далее еще уже кухонная, тут уже кухня. Специальное место для телека. Потолок сделанный в трехмерном формате, или как это еще называют. Обои на стенах. Китайский кафель, у нас в основном китайский используется. Это большая комната простором, размером на 4,5, скорее всего 6. 4 на 6 большая кухня, где сразу можно готовить, питаться. Так, заходим далее еще одну комнату. Скорее всего, я думаю, вот это и есть самая спальня. Но так как не вижу места для телевизора, возможно, это тоже одна из комнат для гостей. Потолок вообще шикарный сейчас. Вот, друзья, обои сделаны в красивом виде. Тут другой вид обоя, тут другой вид обоя использован. То есть в доме использован несколько видов обоев. Обой красивый, такой нежный, с птичками, цветами. Друзья, если мой русский как-то немного хромает, прошу прощения. Все-таки я узбек. Так, следующая комната, это уже комната санузел. Тут уже, как видите, тоже использовался китайский кафель. Тут, скорее всего, будет уже ванна, душевая, теплые полы установлены. У нас место для бойлера. Ну, потолок там, скорее всего, еще не сделали. Ну вот, видите, вот унитаз, туалет, вот сушилка уже купленная. Ну, скорее всего, ее будут устанавливать. Вот так вот, друзья. Дом из 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, с кухни 7 комнат. Там еще 2 комнаты. Общий где-то около 9 комнат. Друзья, с вами я, Айбек Касымов, на канале Бизнес в Узбекистане. Как живут узбеки. Это дом, скорее всего,
обычного бизнесмена, который живет, делает бизнес. Обычные работяга в таких домах не живут, потому что это нормальные затраты, такой дом содержать, плюс его убирать. Потому что тут только на травитин потратили 7,5 тысяч долларов. На дом где-то потратили, наверное, скорее всего, около 300 тысяч баксов. С вами я, Айбек Касымов. Пишите комментарии, какие вы еще хотите в Узбекистане дома или что вам интересно. Да, друзья, я забыл, извиняюсь. Сейчас вам покажу. Тут вот мастера работают. Это один из блогеров. Сейчас тоже снимает контент для ютуба. Друзья, вот тут еще вот наружная котельная. Я думаю, что это за место, а это место оказалось котельной. В котельной установлены теплые полы. Даже вот на этих местах установлены зимние теплые полы, чтобы, не знаю для чего, но установлены. Тут, скорее всего, вот котельная, полностью управление домом, котел, я как понимаю, душевые комнаты, это ванны специальные для этого. Тут, вот эта штука у нас называется тахоратхона. Это почему тахоратхона, как вам на узбекский? У нас у мусульман мы в день 5 раз умываемся, подмываемся, то есть в день 5 раз, чтобы прочитать намаз, моем свои гениталии, как это сказать, аккуратно. Потом моем руки, ноги. И вот тут один человек сидит, вот тут есть вода, а там он слив. И чтобы для прочтения молитвы, он в день 5 раз омывается. Вот это вот называется у нас тахоратхана. Тахорат — это омывание, если я правильно сказал. Так, это большой участок, летний участок, чтобы там, как вы знаете, вот тут уже у нас тандыр установлен, его сейчас закрашивают. Котел, казан. Обязательно у нас у узбеков должен быть казан, потому что в одном казане мы готовим, но самый лучший плов — это плов, приготовленный в казане. Самый вкусный хлеб и самса — это приготовленный в тандыре. В тандыре приготовленная самса очень вкусная, как бы невозможно этот вкус описать. Тут вон даже специально сделали вытяжки, чтобы дым выходил. Аккуратно, все так четко. Пока что тут еще ничего не сделали. Видите, мастера думают или таким способом делать. Решают таким способом. Так. Далее вот тут еще одна комната. Тут комната уже с большими стеклами. Я не знаю, почему с большими стеклами установлено, но скорее всего это зимний сад будет или как бы летняя комната, что-то типа того. У всех свои интересы. Если у него будет тут большой сад, очень много деревьев будет, наверное, отсюда сидеть, смотреть. Вообще это все шикарно. Если тут будет кондиционер установлен. Тут пока что никакого ремонта не сделали. Большая просторная комната. Далее, что у нас еще за дверь? Как видите, у узбеков очень много. Тут санузел, опять отдельный туалет, ванна. Я как понимаю, да. Тут у нас установлен туалет. Сейчас я постараюсь вам показать. Это летний туалет. Тоже просто туалет. Там душевая, унитаз Обычный туалет. Летний. То есть уличный туалет. И тут еще отдельная дверь. Так как у узбеков земли много, места много, мы какую-то часть земли оставим вот в таких местах. Для чего вот это место? Зачем так место оставлять? Тут отдельная дверь к нему. Зафиг это надо. Там, видите, еще какая-то комната строится. Мы как бы узбеки. Мы очень любим скотоводство. Скотоводство — это как бы наша жила. У нас есть... Сейчас я вам покажу. Друзья, у нас есть такая пословица. Называется штука баракя называется. Баракя — это благодать. Вот чтобы у вас дома был благодать, у узбеков должно быть на участке минимум 2 барана. Когда есть дома у вас 2 барашка, вот эти 2 барашка, они все время вам как бы просят у Всевышнего благодать на то, что вы... Не знаю, как это действует, но это уже очень давно это сделали. И
Я советую, попробуйте, даже у нас есть русские друзья с Европы, с России, которые это тоже понимают, и в своем участке 2 барашка оставляют, и у них с деньгами начинается, как бы, более деньги, начинает хватать на все проблемы. Короче, денежные проблемы начинают постепенно пропадать из-за того, почему? Потому что просто дома есть 2 барашка, которые все время они просят у Всевышнего благодать. Вот это место для того, чтобы, ну, поэтому ремонт тут не сделан, тут будет, скорее всего, у них пару куриц, пару барашиков, ну и, возможно, корова, чтобы, если домашним интересно доить корову, и свежее молоко. Вот так вот. Вот шикарный дом. Друзья, мне очень понравился. Очень большой участок. Наверное, скорее всего, тут около 20 соток. Минимум 15, но 20 соток. Друзья, с вами я, Айбек Касымов, на канале Бизнес по-узбекски. Пишите комментарии, как вам понравился дом, как вам мой обзорчик, где-то что-то, если я не учел. Прошу прощения, все-таки не русский, говорит на русском. Так что с вами я, Айбек Касымов. Пишите комментарии, иншаллах, я еще сделаю вам классные обзоры.